Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро. Расклад Таро для мужчин, который называется «Кто на пороге? Какая женщина на пороге?» Настройтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Итак, смотрим, как всегда, какая сейчас у вас ситуация. Так. Вы знаете, вы очень мечтаете о женщине, которая будет, вот знаете, женщина из большой буквы. Вы уже просто истосковались по любви, по настоящей любви. Но в вашей жизни так произошло, что женщину, которую вы любили, вот ее сам дьявол искушал. У кого-то это алкоголем, может быть, искушал, у кого-то это были измены. Но женщина, которую вы любили и боготворили, ее, скорее всего, у вас увели. Причем увели высшие силы. Она очень падкая на деньги, на мужчин. Ее, вот знаете, ее поманить пальчиком, и она побежит, особенно если поманить подарками, деньгами. Женщина, которая причинила вам очень большую боль, и в то же время, вы знаете, вот вы как будто повзрослели после той ситуации, которая у вас произошла. Вы стали умнее, мудрее, может быть, даже в чем-то хитрее. Вы не так стали доверять людям. Вы чаще стали использовать логику, разум, да, рассудок. Если раньше вы выбирали женщин сердцем и душой, сейчас вы смотрите на женщин больше, ну, руководствуясь уже мозгами, наверное. Хотя на самом деле вы очень такой добрый, душевный человек. Вы просто, знаете, вот добряк с израненной душой. Хотя, у вас тоже может быть даже не очень-то простой характер. Вы, в принципе, такой сильный, властный, может быть, человек. Я не говорю, что все, да, это общий расклад. Но могут быть нотки такие вот командира, да, вот, может быть, кто-то из вас любит, когда вот как я сказал, так и будет, да. Ну, то есть такой непростой характер. Но со своей женщиной вы, конечно, становились мягче. И сейчас вот вы, как, знаете, как тот отшельник, уже умудренный опытом, с сединой у висков, да. Вы многое познали в своей жизни, вы во многих вещах разбираетесь, и в то же время вы далеко не всем доверяете, потому что вы, ну, как-то вы женщин считаете, что они все такие сякие, гулящие, пропащие и так далее. Вот нет у вас доверия. Хотя вам очень хочется иметь любовь. Вот понимаете, такая вот двоякая ситуация. С одной стороны недоверие, с другой стороны вам хочется любви, семьи, кому-то, может быть, детей хочется. Давайте посмотрим, что же будет в вашей жизни дальше. Ох, как спешит кто-то к нам. Так, вот агрессии много в вашей жизни. Да, в вашу жизнь придет новая любовь. Вот у нас карта влюбленных выпала, да. Но опять же, посмотрите, сразу же идет за ней следующая карта, да, которая говорит нам о том, что вы будете все равно сомневаться, вот даже в дальнейших отношениях, которые у вас будут. Вы будете очень сильно присматриваться, анализировать, а не обманывают ли вас. Вы во всем и во всех просто уже видите предателей. Это может, знаете, ну, перейти в такую уже паранойю своего рода. Это уже будет психическое отклонение, и тогда уже помощь специалистов потребуется. Если постоянно, тогда ко всем чересчур присматриваться, прислушиваться, не доверять. Это просто уже как наваждение какое-то. Вот очень много вот злости какой-то и обид у вас на женщин. В вашей жизни появится новая женщина, но вы будете очень с недоверием снова относиться, присматриваться, прислушиваться. Да, у вас кардинальные перемены идут по жизни, причем они ворвутся очень быстро и резко в вашу жизнь.
Но вот снова вы будете в тупике. Вы сами себя постоянно почему-то вгоняете в тупик. Причем вгоняете вот своими мыслями, своими сомнениями, вот этими опасениями. У вас очень много страхов и комплексов, я вам скажу. Мужчины, как правило, они стараются не показывать свои страхи, комплексы, да, потому что, как я уже говорила в каком-то из видео, что вот из детства так наших мальчиков воспитывают, что вот ты же мальчик, да, тебе нельзя не плакать. То есть подавлять свои чувства у нас еще с детства учат мальчиков. И потом они вырастают, эти мальчики, и боятся лишний раз что-то сказать, показать какие-то свои эмоции, чувства, да, боятся слезу пустить, хотя это неправильно. И вот вы сами себя вгоняете в это состояние. Вы сами себя своими мыслями просто, ну, поедаете изнутри. Понимаете, вот как-то надо от этого избавляться, потому что будет очень сложно начать новые отношения, если вы будете и дальше во всех сомневаться. Причем отношения, я вам скажу, это будут очень неплохие. Вот это будет ваш шанс свыше. Это будет женщина активная, ухоженная, красивая, да? Женщина, которая одинокая. У нее не будет на тот момент мужчины, она никому не изменяет. Нет, женщина будет свободная. Она вот, знаете, она вот очень легкая будет. Я не скажу, что она, ну, прям слишком активная, пассивная. Нет, вот какая-то золотая середина, да, такая женщина. Хотя вот она моментами ведет себя как маленькая девочка, да, вот может быть даже проигрываться, что она любит мягкие игрушки, да, вот женщины некоторые любят. Или там, знаете, вот вроде бы и большая, но хочется на качелях покататься, как в детстве. Вот какие-то нотки из детства в ней есть. Женщина, которая тоже довольно неплохо зарабатывает, она самодостаточная, она не корыстная, она не будет сидеть у вас на шее, но в то же время женщина с таким вот стержнем, да. Она имеет свою точку зрения, женщина, имеющая свой характер. Если нужно, она будет отстаивать свое мнение. Это не нужно бояться этого, это не значит, что она там какая-то склочница, скандалистка или что. Просто женщина умная, которая ну, имеет свое мнение, как я уже говорила, и она будет его отстаивать, если нужно, да, вот, то есть вы можете как, ну, на равных, что ли, вот с ней и поговорить, в чем-то поспорить вы можете, да, в чем-то свою правоту, может быть, доказать, да, ну, то есть это человек, с которым интересно. Вот она умная, она стильная, она такая вот, ну как сказать, она очень целеустремленная, она знает, чего хочет. Она знает, какого она мужчину хочет и чего хочет добиться вообще в жизни она. Эта женщина тоже пережила какой-то разрыв, либо развод. У нее были разрушительные ситуации в жизни. Так, что еще у нее было? Да, вот у нее был тоже такой период, знаете, либо же безденежье, что вот она не знала, как жить дальше, на что жить, может быть, да, а потом уже она как-то постепенно вовлеклась, начала потихоньку зарабатывать. Сначала она немного зарабатывала, потом все больше и больше, но у нее, еще раз говорю, был очень сложный период в жизни. Так. Личная жизнь у нее тоже была какое-то время на паузе. Да, вот, знаете, у нее тоже был момент в жизни. Вот есть то ли нож в спину вставили, вот какое-то дичайшая боль, вот предательство какое-то было, скорее всего, да, вот от мужчины, которого она любила. Поэтому у вас с ней схожая, в принципе, ситуация. И с ней у вас вот калитка в светлое будущее ваше открыта. И если вы воспользуетесь этой ситуацией, этой женщиной, а женщина довольно неплохая, она не такая, знаете, серая мышка, которая будет сидеть и греметь кастрюлями дома. Нет. Она очень такая вот женщина деятельная,
женщина, которая умеет зарабатывать деньги. Этап, когда у нее была нехватка финансов, уже прошел. Поэтому она умеет зарабатывать, она любит зарабатывать, она не транжирка. Она сможет вам, знаете, даже показать какую-то вот сторону медали, знаете, медаль отношений. Вот именно другую сторону отношений показать. Какие отношения могут быть. Вы уже забыли, что такое нормальные отношения, потому что у вас в жизни это было либо же очень давно, когда вот было все хорошо, либо же вообще вам не попадались такие женщины. Да, вот у нас туз кубков выпал. То есть с этой женщиной, вот у нас очень четко падает, да, начинается новая жизнь, новая любовь, новые отношения. Хотя поначалу, вот снова у нас падает двойка мечей, поначалу вы будете как-то вот опять сомневаться, анализировать, да, вот присматриваться, вот. Очень сильно, вы знаете, вы занимаетесь самоедством по жизни. Вот очень сильно. Там, где надо, и там, где не надо, нужно быть, ну, немного попроще, да, вот, как говорят, будь проще, и к тебе потянутся люди. Поэтому вот с этой женщиной, в общем-то, у вас и финансовый достаток, и мир, спокойствие будет в отношениях, да, вот гармония в душе будет, во всем. Это новая любовь, это новые отношения, это новая женщина. Поэтому, дорогие мужчины, не переживайте, пробуйте, не бойтесь, да. Как-то старайтесь все-таки доверять людям, потому что все женщины разные. Да, понятно, что боль, предательство это ужасно и больно. Но все-таки нужно помнить, что все мы, каждый из нас абсолютно разный. В чем-то мы похожи, в чем-то мы отличаемся, да, и нельзя всех под одну гребенку грести. Если предает один человек, это не значит, что все женщины предательницы. Точно так и мужчины, да. Вот такой был расклад, поэтому не расстраиваемся, настраиваемся на позитив, на новую женщину, на новую любовь и на новое счастье. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока!